Всем привет! Ну что, официально премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что парламентские выборы в Ирландии будут 29 ноября 2024 года. Поверьте, эти выборы намного важнее, чем те, что были летом 2024 года. Летом выбирали просто местные органы власти, а здесь уже выбирается парламент. Здесь выбирается прямая власть, то есть те люди, которые принимают самые серьезные законы, решают внешнюю и внутреннюю политику. То есть все это делает парламент. Сейчас, почему все так стабильно, хорошо и принимается с легкостью бюджет и остальные изменения в ирландской политике, да, и различные налоги, потому что сейчас было объединение трех партий, так называемая коалиция. Они договорились, что они будут постоянно делать рокировку, постоянно будет меняться состав тех министров и самого премьер-министра, то есть каждая партия по факту сможет поставить своего министра, например, там зеленые поставили министра экономики, он год отработал, потом другая партия поставила своего министра, то есть у них постоянно идет изменение, то есть они делают так называемую рокировку. И это отлично, это хорошо, что они смогли, конечно, договориться. Сейчас непонятно, смогут ли эти партии, да, все обратно пройти, набрать столько же голосов и дальше, да, тянуть свою лямку и идти по этому пути, которому они хотят. Если какие-то другие партии попадут, да, в парламент, либо партии правого толка наберут больше голосов, и у коалиции не получится сейчас, той, которая есть, да, она с 2020 года, еще раз повторяю, они объединились, и вот сейчас выборы можно было, у них коалиция вообще, и выборы нужно обязательно провести до марта 2025 года. Но, как вы видите, Трамп стал президентом в Америке, и сразу моментально Ирландия подсуетилась, потому что до Нового года нужно, я так понимаю, сформировать новое правительство, то есть и создать новое большинство и принять очень много важных законов. И это очень сильно касается беженцев, миграционной политики, и в том числе украинцев, которые находятся сейчас здесь. Как я понимаю, почему не трогали ту же программу ARP и остальные все моменты, потому что понимали, что ихний срок, да, власти, правления подходит к концу, и чтобы их решения потом не оспаривали, не было никаких претензий, да, к ним, то лучше подождать, сформировать что-то новое, получить отдачу, да, от тех партий, которые сейчас пройдут, то есть отдачу, я имею в виду, в смысле учитывать ихние пожелания, потому что, как вы знаете, правая партия, да, Шон Фейн, она набирает обороты, и непонятно, сколько она наберет сейчас. Если она наберет достаточно, чтобы ее вес был очень сильный в парламенте, да, а нынешняя коалиция не сможет сформировать большинство, и им придется, да, например, делать какую-то коллаборацию с, например, той же, да, Шон Фейн, то есть с правой партией, которая очень сильно, ну, ее слишком раздражает, да, мигранты, беженцы и помощь им, то есть они считают, что Ирландия для ирландцев и нужно больше помогать своим, то есть ирландцам, тем людям, которые здесь исконно живут поколениями. И если, конечно, с этими ребятами придется делать коалицию, то они максимально, поверьте, будут продвигать и продвинут, конечно же, то, что они хотят. Возможно, конечно, найдут какую-то середину золотую, но факт остается фактом. И эти выборы, которые пройдут 29 ноября, они очень важны, за ними нужно следить и смотреть, какая коалиция после них будет создана. Саймон Харрис заявил, что когда он прилетит с Венгрии, с этого саммита, он сразу подаст президенту Ирландии Майклу Де Хиггинсу, да, заявление о том, что он хочет, чтобы распустили парламент. Президент тоже подписывает эту бумагу, парламент распускается, и в течение 30 дней обязаны пройти внеочередные, да, выборы в парламент. То есть назначить дату, и вот дату уже они сформировали, они определились с ней, это 29 ноября, и будет проходить выборы в этот день. В чем отличие этих выборов будет? В том, что будет увеличено количество округов, сейчас их 43 округа, их будет на 4 больше, то есть будет 47 округов, выбираться будет 174 депутата, и чтобы сформировать коалицию,
нужно, чтобы в коалиции было 88 депутатов. То есть вот так вот сейчас работает Ирландия. У них есть большинство, три партии объединились, и они принимают те или иные законы. Ясно дело, они считаются даже с теми партиями, которые не входят в коалицию, они с ними считаются, они учитывают их поправки, и бывает, эти партии продвигают. То есть тут все демократично, но все равно, понятное дело, что когда есть коалиция, они будут все-таки принимать то, что им по душе, то, что им по нраву. И так вот сейчас в Ирландии, видите, все эти годы не было никаких скандалов сильных, каких-то недопониманий, каких-то законов, которые, там, не знаю, принимались с 20-го раза, куча поправок. Нет, потому что есть коалиция, и все-таки она решает внешнюю и внутреннюю политику, экономические все моменты, какие-то реформы, там, не знаю, какие-то, да, пособия, повышать ли налоги, все это от них зависит, и такие вот все главные вещи принимает коалиция. Что сейчас будет, никто не знает, то есть никто не знает, что вообще, да, будет, ну, происходить после этих выборов, потому что статистика и опросы немножко непонятны. Непонятно, да, смогут ли обратно эти партии набрать такое же количество, такую же поддержку, понимаете? И вот, да, многие говорят, что высказываются, да, первая задача выиграть места, и это будет непросто, поскольку политическая система очень раздроблена. В ней баллотируется много партий и независимых кандидатов. Вот еще видите, в чем фишка. Это заявляет, да, Михаил Мартин, то есть главный, да, лидер партии, ну, один из лидеров, да, партии Fianna Fáil. То есть он заявляет, что будет сложно, потому что много еще независимых людей проходит в парламент. Почему? Потому что, видите, 47 будет округов. И человек, если он популярный, вы понимаете, Ирландия маленькая страна, все это понимают, да, и вдумайтесь, на 47 округов будет разбита эта маленькая страна. Есть такие, да, будет такой округ, где будет очень популярный человек, например, даже какой-то бизнесмен, предприниматель, который много чего хорошего сделал, постоянно там, не знаю, донатит, делает какие-то социальные проекты. И люди об этом знают, и они хотят, чтобы этот человек представлял их округ, потому что он делает. Этот человек может не входить ни в какую партию. А самое сложное, это когда много независимых кандидатов приходит, и сложнее всего с ними взаимодействовать, их как-то, да, к себе в партию, ну, потом переманивать и создавать с ними коалицию. И об этом же и говорит, что проблема, что теперь станет округов больше, и тем самым будет очень много людей, которые будут независимыми кандидатами. Это, ну, это усложняет создание коалиции. Следующее, да, наша цель завоевать наибольшее количество мест, а дальше же будем действовать. В Республике Ирландия до окончания срока полномочий в марте 2025 года должны быть проведены всеобщие выборы. Коалиционное правительство согласилось назначить выборы до тех пор, пока не будут приняты законопроекты, видите, о финансах, введя налоговые льготы, основные на избыточных доходах от налога на прибыль корпораций от глобальных технологических и фармацевтических групп. То есть, видите, моменты все здесь проговариваются. То есть, они вот именно хотят их быстрее провести, чтобы все потом, все эти моменты договориться, создать, принять. Кто находится у власти в данный момент? Три партии. Видите, вот три партии сейчас управляют по факту всем в Ирландии, то есть всеми законами, правилами, всей их политикой, то есть все идет от них. Это, да, Fine Gael и Green Party. То есть Green Party это зеленая, так называемая зеленая партия. Образуют коалиционное правительство Ирландской Республики. В последний раз избиратели приходили на избирательные участки в феврале 2020 года. И тогда партия Fianna Fáil получила наибольшее количество мест. 38. Неизвестно, сколько наберет сейчас эта партия, потому что все-таки не все так гладко, не все так хорошо и в экономике, и в отношении с мигрантами, беженцами. То есть жилищная проблема, здравоохранение, и можно продолжать. Проблем в стране, вот кажется, маленькая страна, ею легче управлять, но проблем очень много. Соглашение о коалиционном соглашении было достигнуто 4 месяца спустя, в июне 2020 года. То есть 4 месяца после выборов люди еще договаривались, притирались, и все нюансы ну, по договору, да, как-то их отшлифовывали. После того, как
его подписали, было отложено из-за пандемии коронавируса. И потом, видите, было отложена подпись коалиционного соглашения из-за коронавируса. Вот видите, это 3 лидера, да, партии, это главные, те, кто подписывали это коалиционное соглашение. Многие люди уже поменялись там. Но мы сейчас не про это, а теперь давайте поговорим про то, что ссылочку на эту статью, конечно, я оставлю, это bbc.com, тут очень хорошо все расписано, мне понравилась эта статья, потому что она максимально упростила и рассказала, да, в чем суть коалиции, в чем суть выборов, то есть и в чем будет отличие. Отличие главное, что добавили округов больше, то есть и теперь еще большая конкуренция, можно так сказать. Кто же находится, да, в оппозиции, ребята? В оппозиции находится партия Sinn Féin, которая добила исторических результатов на выборах в 2020 году, получив 37 мест, в настоящее время возглавляющая оппозицию. Я к тому, что вот эта партия, она с самого начала была радикальная, она поддерживала различные, да, когда здесь, да, были военные волнения, то ее члены очень активно участвовали, да, в этих всех формированиях. То есть это серьезная партия, которая в прямом смысле, она говорит и будет говорить, что Ирландия должна быть цельная, да, Северная Ирландия должна войти в состав остальной Ирландии, то есть, и то, что политика, конечно, мигрантов и все вот это, да, доброжелательная любовь, жвачка, дружба, всех пускаем, всех любим, они, конечно, немножко к этому по-другому относятся, и больше у них акцент на то, что в первую очередь мы должны думать о ирландцах, давать им всю помощь и максимально как-то их, да, стимулировать к лучшей жизни и делать эту жизнь лучше им. А остальные уже хай сами, пусть, если они уже приехали, пусть сами как-то расхлебываются, как-то выбираются с этой, да, со своими проблемами, можно так сказать. То есть 37 было мест, и я думаю, что сейчас они, наверное, наберут, что-то почему-то, мне лично кажется, они наберут больше. Хотя неизвестно, если они наберут хотя бы, да, там 44, понимаете, это будет уже очень много. Плюс не забываем, что в оппозицию входит не только, да, эта партия, то есть Sinn Féin, к ним еще примыкает это либо лейбористская партия, социал-демократическая партия, народ важнее, прибыли и независимые кандидаты. Вот что важно. А сейчас будет, получается, я так понимаю, больше, наверное, пройдут много независимых кандидатов. И тут уже будет проблема в том, что если 3 партии, которые сейчас, они не наберут 88 депутатов, а хотя бы наберут 80, например, то все, им придется договариваться либо с какой-то партией еще раз, либо независимых кандидатов к себе как-то, да, в коалицию перетягивать. Но если у них все не получится, если, например, они вообще провалятся, да, максимально, то вы же понимаете, что оппозиция может начать создавать коалицию, а это в первую очередь пострадают мигранты и всех тех, кто утверждает, что АРП и все остальное будет вечно, и что через 5 лет паспорта всем раздадут. Если придет к власти правые, то об этом всем даже в перспективе, даже в лучших своих мечтах и снах можно забыть. Так что выборы 29 ноября очень многое решат, очень многое мы увидим. Я так, как говорится, вскользь об этом рассказал. Кто хочет больше углубиться в эту всю, да, в эти все выборы в Ирландии, пожалуйста, читайте статью. Мои прогнозы таковы, что все-таки 3 партии не смогут набрать 88 кресел, да, потому что, ну, не все довольны, многие недовольны ихними решениями. А партии, которые правые, да, которые в оппозиции, они говорят популярные, так всегда было, что те, кто в оппозиции, они всегда предлагают более комфортные, то есть они слышат людей, и они пользуются вот этим вот инфошумом, то есть проблема, и они моментально говорят, что мы ее решим. Когда ты у власти, ты не можешь такие популистские заявления говорить, потому что тебе нужно сразу это делать. А если ты это не выполнишь, то понятное дело, что люди в тебе разочаруются. И чем хорошо быть в оппозиции, когда оппозиция, да, растет, а рейтинг правящих партий ниже, то те, кто в оппозиции, они могут
популистские высказывания говорить, они могут подхватывать любую инфотему, могут говорить о проблемах, которые реально волнуют людей. Инфляция, налоги, мигранты, беженцы, жилищное, здравоохранение и все дальше, дальше, дальше по нарастающей. А когда ты у власти, то тебе немножко нужно, конечно, помалкивать и не поднимать эти вопросы так, да, высоко на повестку дня. А этим партиям, наоборот, удобно мусолить, и вы понимаете сами, жизнь в Ирландии стала немножко хуже, то есть цены вверх, рент, то есть огромный кризис жилья, жилье снять нереально, огромные очереди, жилья не хватает, вот в прямом смысле жилья не хватает, то есть нужно строить жилье. То есть такие проблемы есть в Ирландии. Ждем выборов, потом посмотрим, кто создаст коалицию и какое будущее всех у нас тут ждет. Я имею в виду, конечно, украинских беженцев. Мы посмотрим. Всем добра, позитива, хорошего настроения. И последнее, в этих выборах могут только участвовать ирландцы, то есть только граждане. Если на местных выборах может участвовать тот человек, который прожил, если не ошибаюсь, полгода в Ирландии, то здесь только тот человек, который имеет паспорт Ирландии. Так что здесь будут участвовать те люди, которые считаются гражданами Ирландии. Все мы, те, кто на ПМЖ, ВНЖ, с IP-карточками, мы никак повлиять на выборы не можем. Всем добра, позитива, держу в курсе.